Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Подписано межправительственное соглашение России и Казахстана в рамках государственного визита Владимира Путина в Астану. Борис Леонидович, зачем Казахстану АЭС и зачем России строить АЭС в Казахстане? Да еще в кредит. Почему не в России, как спрашивается-то? Ну, это любимый вопрос. Давайте не будем нигде никому ничего строить, и будет нам хорошо. Давайте сейчас спокойно, без эмоций, они ни к чему. Это действительно межправительственное соглашение. Да, есть решение о межправительственном кредите. Ни ставка не объявлена. Сумму мы услышали только от министра энергетики Казахстана. На прямой вопрос к генеральному директору Росатома Алексею Лихачеву мы получили традиционный ответ: «Видишь ли, Юра?». И на самом деле Лихачев прав. Это не обязывающий контракт, это рамочное соглашение. Для того, чтобы вот это межправительственное соглашение превратилось в обязывающий контракт, предстоит пройти еще несколько этапов. Никто их не отменял и отменить не может, поскольку заповедь атомной энергетики номер 0 – это безопасность. Что предстоит? Предстоит завершить инженерно-геологические изыскания грунтов на берегу озера Балхаш. Кстати, атомная электростанция называется точно так же. Давайте ее и будем называть атомная электростанция Балхаш. Требования изучения грунтов понятны. Повышенная соленость озера, может быть, потребуются какие-то новые сплавы для антикоррозионной защиты и так далее. Все, что касается исследования грунтов, должно приехать в центр атомной вселенной, в город Подольск, ОКБ «Гидропресс», то самое конструкторское бюро, которое выполняет все проекты атомных энергоблоков на базе реакторов ВВР. Неважно, какой номер, водно-водяной энергетический реактор, это только Подольск, это только «Гидропресс». Это будет второй этап, когда конструкторы скажут свое веское слово. А дальше, прежде чем это будет подписано в виде контракта, должно быть получено одобрение со стороны государственного регулятора Республики Казахстан. И вот только после этого появляется контракт, появляются сроки, график, работа с поставщиками и так далее, и так далее. Определяется уровень локализации. Напомню, что достаточно традиционная такая цифра по локализации, порядка 20%. Это общестроительные работы. Ну, было бы все-таки достаточно странно бетонщиков вести из глубины сибирских руд. В обычных случаях достаточно прораба, который будет надзирать за всем происходящим. Так что все еще впереди. Что касается интервью, быстрых ответов генерального директора Росатома, да, работы должны начаться уже в 2027 году. Это те работы, на которые не требуется одобрение государственного регулятора. Подъездные дороги, вероятнее всего разворачивание бетонного завода временного. Количество бетонных работ огромное, тем более 2 блока. Перевозить раствор откуда-то издалека, тем более в Казахстане, тем более возле озера Балхаш, ближайшая промышленная база, там где-то в километрах в 500-600. Административные здания, склады и так далее, вот это будет разворачиваться в 2007 году. Я бы еще обратил внимание на очень аккуратный ответ министра энергетики Казахстана на вопрос, когда будет построено, в середине 30-х годов. Ну, совершенно верно, обязывающего контракта нет, вы хотите от министра энергетики услышать какие-то сроки. Логика отсутствует. Он ответил очень аккуратно, середина 30-х годов. В обычных случаях этап инженерно-геодезических изысканий – это 18 месяцев, стартовали в прошлом году. Значит, если все будет идти, так скажем, по графику, то где-то в конце года документы лягут в Подольск. Сколько времени займет проверка у государственного регулятора? Ну, проектная документация – это обычно очень небольшой такой пакетик с бумагами, в среднем 12 тысяч листов на один блок. И задача государственного регулятора за то время, пока будет идти подготовка, добиться такой квалификации, чтобы это не компания-вендор, предлагающая свои атомные технологии, в данном случае Росатом, объясняла госрегулятору, что это здесь нарисовано, а ровно наоборот. Это госрегулятор должен задавать вопросы, а почему у вас запятая вот здесь, а почему вот тут у вас минус, а не плюс и так далее. Так что все это еще впереди. Слова Владимира Путина о том, что это целая отрасль, да, совершенно верно. Филиал МИФИ уже открыт.
Студентов уже набирают, и, по-моему, это правильный подход, потому что к тому времени, когда они получат образование, уже начнется строительство. А это значит, что студенты на практике могут принять участие в строительстве атомной электростанции, на которой им предстоит работать. По опыту того, что мы видели в Беларуси, один блок – это 1100 специалистов необходимых, как с высшим образованием, так и средним. Я думаю, что тот опыт, который Росатом наработал при строительстве атомной электростанции Бушер, будет повторяться. Это учебные комбинаты для среднего звена непосредственно атомной электростанции. Подготовка техников, подготовка обслуживающего персонала. Там, где не требуются глубокие познания в уравнениях Шрёдингера, надо готовить на месте. При этом я абсолютно уверен, что потенциал Казахстана в атомной энергетике недооцениваем не только мы в России, его недооценивают даже в Казахстане. Начнем с того, что Казахстан – это кормящая мать атомной индустрии планеты. 40% объема добычи урановой руды – это Казахстан в одно лицо. И вот уже на протяжении 2 десятков лет. Он знаком со всеми, все знакомы с Казатомпромом, ни одного срыва контрактов, ни одного случая невыполнения обязательств. Что касается возврата кредитов, все в одну точку увязано. У Росатома и Казатомпрома 8 совместных предприятий, совместных проектов по добыче урановой руды на территории Казахстана. Поэтому вопросы, как Казахстан может рассчитаться, я предлагаю просто отбросить. Ураном отдаст. Если совсем уж денег не станет, и если мы решим, что мы можем бартером рассчитываться. Напомню, что идеология Росатома, все, что касается потребностей в уране внутри России, добывается внутри России, все зарубежные проекты обеспечиваются ураном, добываемым на зарубежных месторождениях, а это в основном сейчас Казахстан. Да, разворачиваются работы в Танзании, но разработка уранового месторождения – это всегда не быстрый процесс. Здесь и инспекции со стороны МАГАТЭ, и действительно физическая охрана. Не хватало еще, чтобы какие-то странные люди с урановой рудой бегали по Африке. Так что здесь все идет так, как идет. На всякий случай размышления вслух. Я не знаю, что это значит, но просто делюсь соображениями. Подписан обязывающий контракт в Узбекистане, идет подготовка к такому же контракту в Казахстане. Если взять 3 наших страны вместе по той же урановой добыче, это контрольный пакет мировой. Чуть больше 51%. Я думаю, что любое шевеление, выход Росатома на Большой Элькон в Якутии, этот контрольный пакет только увеличит. Что это значит, размышляйте сами. Что-то новое для Казахстана? Да, во многом новое. Но нельзя забывать о том, что именно в Казахстане в Шевченко, нынешнем Октау, работал первый энергетический, не экспериментальный, не исследовательский, именно энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350. Здесь создан абсолютно уникальный опытно-демонстрационный центр, я не шучу. Идут работы по демонтажу такого реактора, нигде в мире больше этого не происходит. Реакторов на быстрых нейтронах на планете на день сегодняшний 3. 2 в составе Белоярской атомной электростанции, 1 в Индии. В этом году ожидается пуск еще одного реактора, теперь уже в Китае. CFR, China, ну и так далее. Тоже 600-мегаваттным при большом участии Росатома. Об этом почему-то даже во время визита Владимира Владимировича в Китай не вспоминали, но синхронно с визитом в Пекин проходила в том же Пекине международная конференция по быстрым реакторам. Видимо, решили не смешивать два события. Никто больше этим не занят. Опыт, который получают специалисты в Казахстане, действительно уникальный. Что касается собственной научной школы, 2 исследовательских реактора. Разумеется, один из них разработан и построен в городе Подольске. Работает он по-прежнему в Семипалатинской области. Сейчас она как-то по-другому, Семейская, по-моему, или как так называется, на полигоне. Он работал для обеспечения космической программы, атомные энергетические установки для спутников, для дальнего космоса и так далее. Все это работает, никогда не останавливалось. Казахстан достаточно хорошо известен в мире ядерной медицины, производятся и медицинские изотопы, и радиофармпрепараты, все это есть. И
Я, конечно, не сотрудник МИДа, но долгие годы, наблюдая за Казахстаном, мог только удивляться. Сапожник без сапог, причем сапожник, который кожу выделывает, продает, у него есть целая группа покупателей, и все что угодно он делает, но у самого сапог нет. Теперь появится, это хорошо. На мой взгляд, это восстановление советского атомного проекта во всем его развороте. Белорусские специалисты, Институт ядерной физики СОСНы, подготовка белорусских студентов у нас в ядерных вузах, это уже есть. То же самое происходит в Узбекистане и в Казахстане. Я думаю, что скоро подтянется и Киргизия. Для них строительство атомных электростанций малой мощности – насущная необходимость. Горная местность, протяженность сетей, протягивать сети там, где горы, там, где сели, там, где обвалы, но это очень тяжело, очень дорого, очень невыгодно. Да, есть огромный гидропотенциал, но обеспечить зимой тепловой энергией тоже каким-то образом надо уметь. Гидроэнергетика, она как-то не греет. Светит, но не греет. Если речь идет о наших реакторах ритм-200, то они как раз могут греть совершенно спокойно, они это умеют. Так что, на мой взгляд, все идет так, как должно идти. Почему я считаю, что потенциал Казахстана только разворачивается? У него есть еще совершенно уникальный опыт сотрудничества с МАГАТЭ, единственный в мире банк низкообогащенного урана на Урбинском комбинате. Это международный проект, это не управление Казахстана. Вот этим банком, это банк, который управляется непосредственно МАГАТЭ, создан он был на тот случай, если возникнет действительно критическая ситуация на какой-то атомной электростанции, закончится ядерное топливо, вот нигде нет, вот здесь есть. Обслуживается Казахстаном, обеспечено всем необходимым, законодательство под эти требования изменено, физическая охрана выставлена, все технические условия топлива хранится в виде газа, гексафторида урана, обогащенного до 5%, то есть сделать из него таблетки можно тут же на Урбинском комбинате. В советские времена в системе Министерства среднего машиностроения топливные таблетки Урбинского комбината были лучшими. Это никуда не потерялось. Не знаю, остались наши российские специалисты или свои были выращены, но факт остается фактом. Росатому пришлось изрядно напрягаться, чтобы добиться такого же качества, которое давали на Урбинском комбинате. Кроме того, там же на Урбе работает завод ядерного топлива по французским технологиям для Китая. И это тоже умеют делать. Вряд ли сейчас будет строиться топливный завод для самого Казахстана. Слишком невелик спрос. Есть такая стандартная величина для реактора порядка 1000 мегаватт. Если не считать первой загрузки, в год требуется порядка 20 тонн топлива. Два реактора, 40 тонн. Экономика не играет для китайского спроса, для китайского партнера. 200 тонн в год, вот это уже на что-то похоже. С другой стороны, если Узбекистан будет строить, Казахстан будет строить, не исключено, что возникнет региональный какой-то центр для фабрикации ядерного топлива наших ТВС-шестигранников, для китайцев четырехгранники, разные немножко технологии. Так что у Казахстана и у нас есть надежда на расширение проектов. По-прежнему Росатом является лидером по количеству возводимых за рубежом атомных энергоблоков. Процесс, похоже, не останавливается. Сегодня даже из Греции пришла новость о том, что там законодатели убедились, что нет никаких юридических препон для того, чтобы работали плавучие атомные теплоэлектростанции, которые известно, кто на этой планете умеет делать, а кто не умеет. Не умеют все, кроме Росатома. Так что заказов будет много, расширение атомного проекта совершенно не вредно. Теперь, что касается, зачем нам это надо? Любые зарубежные заказы, с учетом того, что на территории России действует ФЗ номер 35, широко известный в узких кругах, закон об электроэнергетике. Перспективы строительства новых блоков в России, несмотря на обилие документов, энергетических стратегий, генеральных схем размещения новых объектов генерации на период до 2042 года, вопрос с финансированием далеко не очевиден. Я мягок, потому что то, что касается ФЗ-35, требует отдельной передачи. Да, с одной стороны, это ближе к вам, Максим, поскольку документ юридический, с другой стороны, да, наверное, ближе к вам, потому что в законе об электроэнергетике слово электроэнергетика встречается 4 раза.
Мы умели в начале нулевых делать вот такие законы. Тем не менее, для того, чтобы не произошло то, что случилось с Соединенными Штатами и с Францией, атомная пауза протяженностью 30 лет и, собственно говоря, вылет с рынка реакторостроения, поток заказов должен быть постоянным. Это загрузка не только предприятий Росатома, но и всей производственной цепочки, начиная от добычи железной руды, руд цветных металлов, как сующегося угля и всего чего угодно. Каждая атомная электростанция – это огромный набор оборудования, приборов и так далее, и так далее. Так что, на мой взгляд, это только на пользу идет. Что касается, почему я говорил о стандартном проценте локализации 20%, где-то выше, где-то ниже. В Беларуси добрались до 40%, в Египте 30%. Где как. О чем это говорит? Да, есть межправительственное соглашение, да, деньги выделяет Россия. Они возвращаются в Россию на предприятие Росатома. Для предприятия Росатома они не только без процентов, за них еще и доплатят. Проценты придут в государственный бюджет, а вся производственная цепочка будет загружена. Конечно, это не соответствует главной центральной идеологеме современной России. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация были созданы для того, чтобы достичь заветной цели инфляции в 4%, больше ни для чего. И Росатом нарушает эту главную заповедь, записанную на новых скрижалях. По-моему, это правильно. Деньги, которые идут непосредственно в производство, помогают нашей экономике, и это хорошо. Для чего атомная электростанция нужна Казахстану? Казахстан добился даже более серьезных успехов, чем Россия. В России средний возраст электростанции в этом году будет 41 год, в Казахстане 49. Атомная электростанция, строившаяся 50 лет назад, очень тяжело поддаются реанимации, а спрос растет. Растет население, растет экономика, есть новые проекты, которые требуют больших объемов и не только электрической энергии, но и тепловой. На всякий случай напомню, что север Казахстана мало чем отличается от нашей Оренбургской области, со снегами, ветрами, морозами по 30 градусов, чем угодно еще. Если говорить о вот этих двух атомных энергоблоках на базе реактора ВВР-1200, то они уже съедены. Если учесть процесс старения электростанции на территории Казахстана, если учесть объемы поставок из России в Казахстан, то просто для того, чтобы выйти в ноль, эти два блока будут, собственно говоря, вписаны так, что ничего нового не появится. Именно поэтому в Казахстане есть решение о строительстве второй атомной электростанции. Тоже консорциум, но теперь уже во главе с китайской государственной корпорацией CNNC, China Nuclear National Corporation. И это тоже на самом деле не случайно, по крайней мере, это моя личная гипотеза. Сейчас объясню, с чем она связана. Если операторы покажут на экране физическую карту Казахстана, то будет отчетливо видно, что между севером и югом пролегает степь пустынь и полупустынь. Там просто никто не живет. Энергетические ресурсы – это Экибастуз, на этом была основана на угле Экибастузского разреза была выстроена энергетическая система Казахской Советской Социалистической Республики, доставшейся в наследство независимому Казахстану. А основная потребность в электроэнергии на юге. От электростанции в северном Казахстане до юга более 1000 километров. Более 1000 километров на территории, на которых нет ни населенных пунктов, ни промышленных объектов, вообще ничего нет. В советское время была построена ровно одна линия электропередач класса 500 киловольт. В постсоветское время появилось еще две. Вот это вся связь севера и юга. Мягко будет сказано, не очень удобно. Потери большие. На таких трассах они неизбежны. Напомню, по советскому ГОСТу на линиях электропередач высокого напряжения на 1000 километров 8% это норма. Поскольку первая линия электропередач построена достаточно давно, там потери еще выше. Балхаш – это то место, где есть не только вода для охлаждения реакторов, но и возможность подпитывать с тем, чтобы компенсировать эти потери. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, есть решение о том, что
Вторая атомная электростанция, которая будет строиться уже по китайским технологиям, Дракон-1, он же Хуалонг-1, он же HPR-1000. Здесь тоже традиционная китайская хитрость, она присутствует везде. В обычных случаях числа после букв – это мощность реактора в мегаваттах, поэтому мощность реактора HPR 1000 – 1150 мегаватт, правильно, все отгадали. Линии электропередач в этом районе проходят 2 по 500 киловольт. Даже если учесть собственные нужды, 4 раза по 1000 мегаватт, 4000. Линия электропередач одна. 1 гигаватт. Мягко будет сказано, не хватает. Поэтому у меня здоровое впечатление, что инвестиционные проекты Казахстана касаются не только строительства генерирующих мощностей, но и потребуются огромные инвестиции в линии электропередач. Такую мощность нужно уметь вывести. Дальние расстояния, большие потери в сетях переменного тока, решаются они прокладкой высоковольтных линий постоянного тока. Там норматив потерь почти в 4 раза меньше, но нужна силовая электроника, переменный ток, который генерирует электростанции, надо превратить в постоянный. На дальнем конце маршрута принять постоянный ток, превратить его в переменный. Лучше всех на свете с этим справляются китайские компании. Для Китая это не прихоть. Да, там строится огромное количество ветроэлектростанций в горах, где минимум населения и спроса. Да, строится огромное количество солнечных электростанций в пустынях и полупустынях, где никто не живет. Электроэнергию надо перебрасывать на 1000 километров. Образцово-показательная линия постоянного тока плюс-минус 800 киловольт, а теперь уже и плюс-минус 1000 киловольт – это Китай. Так что, на мой взгляд, здесь все совершенно не случайно. И если переговоры сейчас не ведутся вслух, это не значит, что они не ведутся вообще. Мне кажется, что это предварительная проработка наверняка уже идет. И нам к этому опыту надо присматриваться, потому что если говорить о строительстве каких-то мощных электростанций, если говорить об энергоизбыточных регионах, они у нас будут появляться, потому что хорошо охлажденной экономике лишние киловатт-часы не требуются. Допустим, наша объединенная энергосистема Сибири на гидроэнергетике основана, и энергодефицитные районы на Дальнем Востоке, в Преамурье, южные регионы наши, теперь уже и Москва переходит в разряд энергодефицитных. Удастся нам построить электростанции или нет, во многом зависит от Центробанка, нашего глубоко уважаемого координатора, руководителя и охладителя, а также предоставителя прекрасной ставки. Удастся в таких условиях построить или нет, сказать сложно. Так что чужой опыт лишним не будет, будем присматриваться. Это если вкратце про Казахстан. Могу продолжать. Я думаю, что тема должна быть достаточно интересна. Если с точки зрения энергетики, то никаких границ между нами просто не существует. Наша объединенная энергосистема синхронизирована, линии электропередач никуда не делись. Через территорию России казахстанская нефть через наш порт Новороссийск уходит на мировой рынок. Через территорию Казахстана наша нефть идет в Китай. Мы связаны рельсовыми путями. 3 маршрута проходят из Казахстана в Россию, из России в Казахстан. Одна колея, то есть все металлические связи у нас на месте. Что касается политики, это, пожалуйста, не на портал «Геоэнергетика». Можете заглянуть на Геополитбюро. Там политические вопросы обсуждают намного подробнее. Вот такое мнение, и это далеко не все, что нам интересно в Казахстане. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на наш канал Telegram, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Надеемся, что благодаря вашей поддержке мы сможем делать передачи, посвященные нашим непосредственным соседям, нашим бывшим Советским Союзным республикам. Там много интересного, там много нужного нам. Мне кажется, что это было бы полезно. Но для этого необходимы организационные усилия. Организационным усилиям помогаете только вы. Спасибо за внимание. Всем всего доброго.